Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю торт в современном стиле, бразильской технике, в так называемой. И украшать я его буду белково-заварным кремом, итальянской меренгой, по-другому называется этот крем. Украшается подобного рода торт очень быстро, буквально за полчаса. Все покажу и расскажу в данном видео. В принципе, такой торт можно украсить даже одной насадкой. Я сейчас вам подробно расскажу, на что следует обратить внимание при украшении данного торта. Торт в этом видео размером 15 см в высоту и 20 см в диаметре. Вот такого размера этот торт. Здесь я покрыла торт уже белково-заварным кремом. Цвет я взяла шоколадно-коричневый. Я развела золотой кондурин в водке. Беру обычную кисточку, лучше взять плоскую кисточку. Просто оттягиваю кисточку пальцами и делаю вот такие брызги. Когда я прошла уже по всему торту, я теперь буду делать окантовку у этого торта. Водка очень быстро испаряется и ничего не остается на торте. Окантовку я делаю той же самой кисточкой. Сразу хочу вам сказать про окантовку. Здесь, видите, я так выровняла, чтобы немножко эта окантовочка возвышалась над серединой торта. Разводить кондурин следует так достаточно густо, потому что водка, она может стекать потом у вас при неаккуратном использовании вот этой кисточки, она просто может стекать по боковине торта. Здесь насадка 1М, в принципе, которой и украшаются все вот торты в современном стиле. Есть у меня подробные видео также с украшением торта именно с одной этой насадкой 1М. Я вам оставлю ссылку в описании к данному видео. И по сути здесь весь торт можно украсить одной этой насадкой. Цвет я здесь разводила коричневый и красный. И у меня получился такой терракотовый цвет. Здесь, к сожалению, камера не очень хорошо передает этот цвет. Очень важно в украшении такого плана тортов соблюдать вот именно вот эту цветовую гамму. Цветовая гамма здесь играет очень большую роль. То есть, видите, фон самого торта я взяла именно в этом же тоне. Именно такой коричневато-красноватый тон. Я вот не знаю, насколько хорошо здесь передает эта камера. Здесь опять же насадка 1М у меня. И я ей делаю вторые завитки розового цвета. Для цвета я опять же смешала цвет розовый и цвет коричневый. Окрашивала белково-заварной крем, итальянскую меренгу я гелевым водорастворимым красителем. То есть розовый и коричневый. Прям буквально на кончике зубочистки я взяла коричневого тона туда. И получается вот такой приятно приглушенный розовый цвет. Сейчас я беру насадку 8 мм открытая звездочка. Вы же можете опять же использовать насадку 1М. Либо вообще любую звездочку, которая есть у вас в наличии. То есть этот торт предельно прост в украшении, но получается он очень эффектным. И с таким тортом справится даже новичок. Не обязательно его даже здесь покрывать как-то кондурином, если у вас нет даже кондурина. Но вы можете использовать именно вот такую технику. Здесь особо этими маленькими розочками, такими так называемыми, не увлекаемся, иначе торт уже будет просто перегружен. Но там, где считаем нужным, их добавляем. На украшение данного торта у меня ушло белково-заварного крема из расчета порции на 150 грамм белка. Также я сейчас украшаю из этой же насадки 8 мм открытая звездочка верх торта. И тоже не увлекаюсь, где-то такими местами, акцентами делаю это. Еще очень важное замечание по поводу этих тортов. Так как белковый крем, итальянскую меренгу мы выравниваем с помощью воды, здесь не следует
очень обильно смачивать боковину торта водой, чтобы вот эти большие фигуры, которые мы отсаживаем из крема, чтобы они просто у нас не оползали вниз. Держится превосходно, если крем сварен правильно. Ссылку на приготовление на рецепт крема на итальянской меренге, то есть белковый заварной крем, я оставлю вам в описании к данному видео. Сейчас на данном этапе я посыпаю также посыпкой такого тоже терракотового цвета, чтобы потом листья ей не засыпать. Для листьев я здесь взяла насадку номер 67, листик 6 мм. Вы же можете даже без насадки отсаживать листья, у кого нет даже насадки листик. На моем канале есть также подробные видео, как отсадить вот подобного рода рисунок и с листьями без насадки листик. Оставлю вам ссылку и посмотрите. Цвет здесь очень важен, именно у листьев, чтобы он был приглушенным. Я здесь взяла цвет фисташковый, зеленый, и смешала с цветом изумрудным. И получился такой приглушенно изумрудный цвет, очень такой необычный, но он идеально подходит вот именно под вот эти приглушенно-розовые тона терракотовые, потому что я долго смотрела, что же мне, какой зеленый цвет именно выбрать. Кричащий зеленый вообще сюда никак не подходит. И поэтому здесь еще раз повторяю, что именно выбор цвета играет огромную роль. Листики, конечно же, делаем маленькие, такие совсем небольшие, чтобы они просто какими-то акцентами слегка виднелись вокруг этих кремовых завитков. Если крем у вас сварен правильно, белково-заварной, естественно, все это также будет идеально у вас держаться и транспортироваться также на подобного рода тортах. Также, конечно же, для украшения такого рода тортов можно использовать и белково-масляный крем, и все виды масляных кремов, также крем-чиз на масле, конечно же, можно использовать. И также этот торт можно украшать как и для молодой девушки, и для взрослой женщины, и даже мужской вариант такого торта имеет место быть. Главное просто подобрать красивую цветовую гамму. Внизу под данным видео я также оставлю вам ссылку на видео-примеры с украшением тортов, быстрым украшением буквально за 30 минут. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.